Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить малосольную семгу. Этот рецепт подходит не только для семги, а в принципе для любой красной рыбки. Понадобится нам кусочек. Вес можно взять абсолютно любой. В первую очередь нам рыбку нужно разделать. То есть если вы возьмете филе, то у вас уже все будет готово. Я взяла вот такой кусочек, соответственно, мне сначала нужно удалить все кости и филе отсюда добыть. Для этого нам нужно убрать косточки. Делаем вот такой небольшой разрез. Рыбку я предварительно сполоснула холодной водой обязательно. То есть делаем вот так. Вот с этой стороны у нас остались кости. Вот так срезаем. Практически филейка у нас готова. Теперь точно так же делаем с другой стороны. Убираем косточки все. Вот эти кости замечательно пойдут на уху, допустим. Вот эти все косточки тоже нужно убрать. Они крупные, поэтому их легко достаточно выдернуть. Можно вот так вырезать, можно пинцетиком повыдергивать. Вот такая вот шкурочка здесь тоненькая. Ее тоже лучше срезать. Она жирная, поэтому она соль не будет пропускать. То есть это место у вас просто слабее будет просаливаться. И вот здесь по периметру косточки мы их все просто выдергиваем. Хотите руками, хотите пинцетиком. Это все несложно. Вот это место по хребту мы тоже отрезаем. Оно очень жирное, оно будет долго просаливаться. И вот здесь по брюшку тоже такой жирненький кусочек. Тоже его убираем. Теперь нам нужно рыбку еще раз сполоснуть, обязательно холодной водой. Теперь просушиваем бумажными полотенцами. Рыбка не должна у нас быть влажной. Теперь готовим посуду, в которой будем солить рыбку. Далее нам понадобится соль. Я беру пару чайных ложек и сахар, 1 чайную ложку. То есть соотношение должно быть 2 к 1. То есть если 2 чайные ложки соли, то 1 чайная ложка сахара. Сахар добавлять обязательно. С сахаром получается намного вкуснее, намного нежнее. Я делала просто с 1 солью, не так вкусно, хочу сказать. Поэтому сахар очень рекомендую. Теперь немножко вот этой смеси насыпаем на донышко. Выкладываем рыбку и посыпаем ее со всех сторон, чтобы она была в этой смеси. Второй кусочек точно так же. Хорошенько засыпаем все. В принципе, у нас все готово. Если хотите, сюда же по желанию вы можете добавить лавровый листочек, просто бросить. Или перец черный, горошек. Также несколько горошин можно добавить. Веточки укропа. Просто положить вот сюда для аромата. Я, честно говоря, ничего вообще не добавляю. Мне нравится вот такой чистый соленый рыбный вкус. Поэтому только соль и сахар. Но это для меня вот как бы оптимальный вариант. По вашему вкусу можете что-то добавить. Еще небольшой нюанс. Рыбка, она должна немножко как бы дышать. Поэтому вот пленкой мы затянули, но делаем несколько проколов. Просто чтобы туда немножко попадал воздух. Вот так. И теперь мы оставляем в холодильнике примерно на сутки.
Можно оставить, если вы, допустим, торопитесь, в комнате. Достаточно поставить на ночь, она успеет просолиться. А вообще это дело вкуса, потому что рыба будет стоять и впитывать соль в себя все время. Поэтому насколько соленую вы хотите получить, вот чем дольше она будет стоять, тем более соленая она у вас получится. Примерно через сутки из холодильника мы достаем и пробуем. Если хотите, можете попробовать пораньше, она будет менее соленая. Ну, мне вот, допустим, я на ночь оставляю на кухне, то есть мне вполне достаточно, на мой вкус уже очень соленая и вкусная получается. Поэтому регулируйте под себя, под свой вкус. Рыбка у нас просолилась. Все готово. Вот можете посмотреть, сколько сока она дала. Это нормально, не переживайте. Теперь, чтобы убрать лишнюю соль, нам нужно ее просто помыть. Без фанатизма, очень быстренько ее споласкиваем в холодной воде. И также промакиваем полотенчиками, чтобы рыбка была сухая, без лишней влаги. Если вы готовите сами первый раз, то лучше предварительно отрезать кусочек, попробовать на соль. Если понравится, уже рыбку можно помыть. Если не понравится, то оставить еще дальше просаливаться. И вот такая рыбка у нас получилась. Думаю, хорошо видно. Она получается достаточно упругая, очень вкусная, это безусловно. И я думаю, не стоит переплачивать за то, что кто-то вместо вас посыпал вашу рыбку солью. Это все делается очень просто, как видите. Вот такая красота у нас получилась. Думаю, ничего сложного в этом нет. Рецепт абсолютно простейший. Хранится такая рыбка примерно дня 3. Если вы приготовите сразу много рыбы, то ее можно спокойно заморозить. И даже когда мне нужно нарезать тонкими ломтиками, я ее специально подмораживаю. Так ее очень удобно нарезать. И, пожалуйста, хотите в салат, хотите на бутербродики, в рулетики. Все на ваш вкус. Попробуйте сами приготовить. Уверена, у вас тоже все получится, все понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.